Цели моего сеанса. Первое. Разорвать все контракты, подконтракты, договора, соглашения с интимером, любые взаимодействия с интимером. Выполнить мои миссии. Убрать все причины боли в области поджелудочной железы, печени. Восстановить здоровье, органы. Восстановить мой потенциал, жизненную силу. Восстановить мою божественную генетику. Гармония, совершенство. Третье. Очистить моего сына Владимира, моего племянника Александра, мой род от алкоголизма, от алкогольной зависимости и других пагубных привычек. Убрать программы на саморазрушение, на смерть, на прекращение моего рода, на фашизм, на программу фашизма, на программу участия в войнах, на программу раздражительности, злости. Восстановить божественную ДНК моего рода, божественную генетику моего рода, гармонию рода, процветание рода, восстановить совершенство, тоже важно. Итак, аспекты здоровья. Ой, я убираю все причины боли в области поджелудочной железы и печени, убираю все крючки, зацепки, разрываю все контракты, восстанавливаю мое здоровье, восстанавливаю мои органы. И вот интересно, на месте, где начиналась вот эта проблема с поджелудочной, с печенью, у меня есть такая яркая большая родинка. Ну, всегда сидела такая красивая. В младенчестве болела золотухой. Отменяю, разрываю контракты. Всю жизнь была патологическая тяга к сладкому. Даже воровала конфеты из сахарницы, из конфетницы, денежки на конфетки. Ничего мне не нужно было, только вот сладкое. Даже в студенческие годы деньги, которые можно было, всегда была очень занята, всегда что-то сидела в библиотеках, и в столовую некогда сходить, и вот иду после института вечером уже, захожу в магазин, покупаю практически на все денежки конфеты, и пока дохожу до дома, доезжаю, далеко жила, все конфеты съедаю. То есть это вообще какая-то, я не знаю, что вот ненормальность какая-то. Это паразитарная инфекция. Паразиты любят сладенькое, сладенькую ложь в эфирном плане, Да, а на физике конфетки, сахар, всю неполезную пищу они любят. это полезно. А вот вместо Да, этого нужно, как говорится, полынью горечь, правду прямо в глаза. Вот это их как раз и убивает. Поэтому да. вот эти, смотрите, а, есть причины на эфирном плане, и, естественно, есть тело, которое отображает эти причины, но тело физическое тоже это наша неотъемлемая часть, и мы должны о нем также заботиться, как и о Ну вот, духовной чистоте. То есть да, вот это вот проблема. Как-то я вот не люблю свое тело. Вот нужно вдруг его вот полюбить, паразитов 2 раза в год гонять, и тогда никаких болезней не будет. Водный да, режим и так дальше. То есть любить себя нужно. Вот это совершенно очень вредное такое высказывание, что ну, физическое тело это такое, сегодня одно, завтра второе, перевоплощаемся. Нет, это наша неотъемлемая часть. Физическое тело нам не в шкафу, мы не выбрали его в шкафу. Мы да. выстроили его в соответствии с нашим эфирным ДНК. То есть душа выстраивает свое тело по своему образу и своему подобию. Мы творцы, мы сами его сделали, мы его сами сотворили. Мы там были вот такая искорка жизни, не материальная, а духовная. Это мы были при в начале нашего воплощения. Это просто информационный сгусточек. Вот это мы были. И это мы все выстроили. И как можно какую-то часть свою принимать, а какую-то часть не принимать. Нужно быть объективным. То есть наше тело, все, что в нас, позитивное и негативное, это все наше, и к этому относиться адекватно, скажем так.
Поэтому еще нужно полюбить себя. Любовь к себе — это начало всякой премудрости. Да, Потому да, что вот если именно. человек любит себя, он любит мир, он любит всех. Ну Да, вот вот только сейчас я вот начала понимать, что ведь это тело, это действительно, это же храм моей души. Действительно, это ну да. это то, в чем я живу сейчас в этом воплощении. Вообще все как поздно доходит, как долго. Лучше Тогда поздно, чем никогда. лучше поздно, да. Дальше. У меня разрушаются зубы, почти нечем жевать. Честно говоря, отменяю, разрываю контракты, восстанавливаю мои зубы. Дальше. Несколько лет ношу у меня болячка. Такая вот напоминает, честно говоря, тарасовую болячку. Убираю причины, крючки, зацепки, разрываю все контакты. Дальше эзотерика. В детстве и юности вызывала духов, и если что-то еще осталось, то убираю, разрываю контракты. На сеансах Токарева приглашала смерть. Если что-то еще осталось, то убираю, разрываю контракты. Еще раз хочу проверить, все ли я убрала от цельнозора, потому что я рисовала, развешивала знак по квартире, приглашала помощников, посылала шарики сыну. Все отменяю и разрываю все контракты. А в детстве поцеловала мертвую девочку. Всё, что вот получилось, отменяю. Держала за ноги покойников. Ну, вот это вот у нас приходишь на похороны, и тебя просят как бы подержаться. Ну, в обуви же они. Это вот, это как традиция какая-то. Не знаю, честно говоря, зачем все это. Отменяю все это. Ходила по церквям, отцанам, ламам, потому что 40 лет я жила в Греции, здесь вот, в Улан-Удэ. Это здесь так популярно очень. Молилась, заказывала службы, все отменяю. Я, что если что-то еще осталось. Дальше, перед отъездом в Америку, моя подруга, ее зовут тоже Валентина, но она на русский манер, а, так удобнее, видимо, для них. А вообще у нее другое бурятское имя. Сказала, что когда я уезжала с сыном, она сказала, что ей жалко моего сына. Вообще, что к чему. Если что-то она сделала, то я ей возвращаю с кармой. Убираю причины, на которые она притянулась, и разрываю контракты. Дальше, когда моему сыну было годика 2, был такой случай, он у меня всегда всплывает, всегда вот у него какая-то боль такая вот в сердце. Я его потеряла, просто посмотрела. Мы сидели на лавочке с родственниками, с родственницами, с детьми. Кстати, одна из родственниц, Анна, она бывшая жена моего дяди, и вся ее семья, они всегда почему-то занимались колдовством, мы все это знали, как-то спокойно к этому относились. Мы разговаривали, когда я очнулась. Я не знаю, я вообще не болтушка, честно говоря. Вот в компании я всегда в основном как-то молчу. А здесь вот вообще, ну, я и не разговаривала сильно, но почему-то вот как будто меня там не было. И когда я очнулась, я смотрю, а среди детей моего ребенка нет. Это был такой ужас, такая паника была. Я не знала, куда бежать. И нашла я его на соседней улице. Смотрю, он идет прямо по центру проезжей части дороги на самокате. Ну, как взрослый, как шофер. И самое интересное, что в то время это было Советский Союз, еще машин было мало, и все едут, до его доезжая, они сбавляют скорость и объезжают его. Ну, аккуратно. В общем, видит совершенно маленький ребенок. Представляю, как они ругают мать ребенка. И когда я увидела, мне было так плохо. Я даже не помню, вот как я его туда, вот с этой дороги, как я его забирала. И всегда у меня вот этот случай стоит в памяти. Вообще с детства, вот как он только родился, у меня появился страх за моего сына. Я всегда так боялась за него и боюсь. И вот я хочу убрать причину этого страха. Отменяю вот это событие, убираю причину страха, разрываю все контракты. После окончания high school в Америке выпускники, у них такая вот традиция. Вот выпускники едут или в Мексику, или на Багамы. Мой сын выбрал Багамы. И когда он вернулся с этой поездки, вот они ездили где-то на неделю примерно. Что они там делают, чем занимаются, я не знаю. Но я узнаю уже своего сына, когда вот он вернулся, он очень изменился. Во-первых, он, когда мы его встретили в аэропорту, он был такой бледный, вообще он
Ну, это вообще какой-то... И вообще он изменился вот, по поведению, по характеру. Вообще, что такое? Вот я отменяю мое разрешение на эту поездку. Я оплачивала эту поездку, отменяю эту оплату, отменяю это событие, убираю крючки, зацепки и разрываю все контракты. Мой сын Владимир и мой племянник Александр сливаются. Один в Америке, другой в России. Хорошие парни, добрые, порядочные, вот, не знаю, работящие. Но вот что это за напасть такая? Я хочу очистить моего сына, моего племянника, мой род от алкоголизма, от всех пагубных привычек, от причин алкоголизма, от всех крючков, зацепок, от всех программ жертвы, от всех программ на одиночество, на безбрачие, на плохие семьи, от всех программ на саморазрушение, на смерть, на прекращение рода. Разрываю все договора и контракты, соглашения, сделки, клятвы, заруки, все любые взаимодействия с антимиром. Убираю программу фашизма, раздражительности, злобы, войн. Сейчас еще какие-то войны. Ой, все. Как это возможно, чтобы и сына, и племянника? А мне кажется, это что-то связано. Вы знаете, вот почему я взяла и племянника, и сына, и род. Потому что вот я даже... Все мужчины в моем роду, они вот... У меня отец, ему 90 лет будет в феврале. Он не алкоголик. Но вот когда дети, вот наши дети в 90-е были маленькими, они вот тоже как наш дом почему-то начали выпивать, какие-то здесь выпивки. И дети это видели. И они даже, я знаю, что они попробовали когда-то в рюмках этот алкоголь. То есть вот как-то вот... Может, поставите вопрос таким образом, что вы бы хотели, например, убрать ваше личное влияние во всех воплощениях? Потому что Да, вот вы это не я можете как бы... за него, да, Отменить их контракты и решения. да. Это их Нет, контракты, это их решение. Программы – это убеждения. То есть если... Ну, что вы можете? Вы можете отменить свое участие в программировании своего ребенка на это. То есть, потому что наши родители, и мы то же самое, то есть вся система так построена, что мы готовим детей, и нас приготовили быть жертвами. Да. Алкоголизм, естественно, это программа на самоуничтожение и саморазрушение души. То есть эфирное тело разрушается. И это можно наблюдать, как ведут себя, что становится с этими алкоголиками там. Да. Да, я убираю. А как сына зовут? Моего сына зовут Владимир. Владимир, он... А племянник? Племянник Александр. Я убираю все воздействия на моего сына, все программы, все вот блоки, которые я на него внедрила в него. И если что-то я могу сделать для моего рода, то я это сделаю. Если что-то связано со мной, мне почему-то я чувствую, что что-то я связана с этим. Посмотрим. То, что могу сделать, я сделаю. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь, Виктория? Вижу какой-то кнут. Ну, ощущаю и как будто, знаешь, так махнул. Угу. Так, ладно, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Угу. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Валентины. Валентина. 1, 2, 3. Да, я ее вижу. У нее с правой стороны кнут. Вот это. Энергосфера у нее правильной формы, но считывается размытие границ. То есть вот так как-то слева и справа как будто
то пространство зашло внутрь. Когда я смотрю, то границы как бы есть, отслеживаются. Мгм. Ну, просто полный шар хороший. Но справа, как проникла эта черная энергия и этот кнут, а слева, когда я смотрю, то вижу там внутри как лед, как прослойка такая ледяная. И от этой прослойки, какая-то программа, выпивать. В сектор магии тянется. Мгм. Так, Виктория, пока эти вещи отодвинь. Мгм. Мгм. Считай эфирная ДНК Валентины. Она ли это? Да, это она. Мгм. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней и для нее. Она говорит, разрешаю. Мгм. И смотрю я у нее в глазах и в сердечной чакре такие шары, как кристаллы. В глазах поменьше, а в сердечной чакре побольше. И образует перевернут между ними такой, как ниточки, образует такой треугольник перевернутый. И от этого треугольника прямо в сектор магии Мгм. идет подключка. И вот эта утечка энергии идет туда же. Мгм. И вот. Так, хорошо, Виктория. Так, кто в Мгм. секторе магии находится у Валентины, приказываю проявиться в соответствии с физическим ДНК. Да, там эгрегор пьянства находится, Мгм. прописанная программа. Так, вижу, как будто мужчина сидит пьяный, такой силуэт за столом, кулаком стукнул по столу, Мгм. и появляется там женщина какая-то, которая делает вот так как-то, оно считывается, что вот женщины как вареники делают, они так тесто раскатывают, а потом его так рукой, мукой равняют. Вот это она делает это. А потом М. берет с этого теста Мгм. делает такой шарик. Потом в этом шарике она какой-то спичкой или палочкой делает вот такие, считывается, глазки. Ну, просто вот М. так взяла, как воткнула. Вот. Мгм. А потом вот так снизу проколола этот шар. Мгм. Что-то сказала, я пропустила. Вернись, Ща. Виктория. Мгм. Она говорит пуповина. Ну, вот так снизу проткнула. Мгм. Вот. Потом сами вот так вот это. А потом начинается этот, вижу на эфирном плане, что происходит. И вот этот шар превратился в такое, как ледяное. И вот это, и такая программа. Этот дух, эгрегор, этот человек черный был, который стукнул Мгм. пьяный. И оно превратилось в такую а, программу. Мгм. Так, что это за женщина? Мгм. Посмотри, Виктория, кто она. О, вижу ситуацию, как будто бы Валентина вот так сидит и какой-то шар, и она куда-то как бы пропала. А потом вижу, она хватает ребенка за руку, Мгм. маленького, с дороги забирает.
А вот эта женщина, вижу, она вот так делает руками. Вот так Так, руками делает, а у Валентины вокруг головы образуется такой шар энергетический, и вот эти глаза такие. А это стоит, это, вероятно, в эфирном плане так стоит над ней, и вот так, я слышу, согласует. Согласует программное обеспечение, то есть, внедряет. мгм. Так, и этой женщине, которая согласует программное обеспечение, приказываю проявиться и назваться, кто она такая. Она не называется, она начала говорить: "Я Карусель, я Дуся". Она не говорит. Еще какие-то имена называет. Приказываю отвечать. По законам Вселенной она должна это сделать. Приказываю ей отвечать ее истинное имя. Кто она такая? Она пытается на меня, вот эти программы работают, как это тесто она там, Мгм. чтобы на меня так уколоть. Призываем карму за ее нападение. Это та женщина, которая у тебя должно быть записана, которая загипнотизировала Валентину. Я тоже Валентина зовут, насколько я знаю. Мгм. Которая говорила, что жаль ее сына Валентину. Тоже ее звали Валентина. Какая-то подруга. Нет, это не та. Это та, Так. из-за которой Валентина потеряла ребенка. Мгм. Были сеансы с Токаревой. Нет. Спроси у Валентины, пусть она напишет. Потому что это не признается. Мгм. А, Можете открыть чат или написать бумажку, мне показать, например. Так, сейчас Виктория напишет, покажет. Так, чуть на себя. Анна. Мгм. Виктория. Когда ты это сказал, она вот так кричит, бьет, как будто бы посуду бьет и кричит: "Я не Анна, я не Анна". Так, приказываю этой женщине отвечать, что она делает в пространстве Валентины. Ам, Не знаю, что это означает, какое-то слово "муходою". Так, ладно. Закрывай ее, эту женщину, Виктория, в банку, чтобы она... Так, Ведьму. ведьма, да, хорошее слово. Так, давай, Виктория, посмотрим, каким образом эта ведьма попала в пространство Валентины. Каким образом это произошло? Так, когда эта подключка? Подключка произошла именно вот, когда, Валентина, а, Мгм. там как будто бы стёрт с информационного поля. Мгм. М, вот этот Так, шар такой, знаешь, мгм. он внутри как пустой оказался, и энергия ушла. Сейчас я посмотрю, что на эфирном плане было. На Мгм. эфирном плане я вижу, что это Анна. Мгм. Вот когда оно разоблачилось, то прямо на ней написано "Анна".
Мгм. приготавливает такой, как табурет, в котором такая пика торчит, как игла черная. Мгм. Так. Считывается дух возмездия. Сейчас я посмотрю, когда впервые этот дух Мгм. проявился. Мгм. Смотри, Виктория, что это у Вижу, нас? он буквально как будто бьет кого-то, и вот этот кнутом как пасет. Вот так и кнутом как бы вот так делает, как аркан вокруг шеи. Мгм. Так, Смотрю, на кто него это? идет дух возмездия. Мгм. Так, а кто с кнутом находится? Я ему приказываю проявиться. А, вот я смотрю, зацепка тоже в секторе магии. Вижу, стоит девочка. Это Валентина, вызывание духа. Характерная вот правая нога, как на Мгм. стуле стоит. Вот, это уже следствие. Вот это Анна, которая загипнотизировала Валентину. Так. И вот это пошла программа во время этого гипноза. И вижу, что такой идет силуэт, как будто черная рука чужая. Вот Валентина сидит, как в прострации, а у нее вот этот шар такой образовался пустой. А Мгм. черная рука берет ребенка за руку, маленький ребеночек, и вот так его уводит. Мгм. Типа говорит ему: «Тш, мама спит», и уводит. Мгм. Так. А чья это рука? Приказываю проявиться хозяину этой руки. Это вот этот же дух. Дух, да? Мгм. Да, он проявляется как вот эта пика на стуле, да, а появился он впервые, когда Валентина вызывала духа в детстве. Хорошо. Давай посмотрим, Виктория, это событие, когда она вызывала духов. Что произошло на физическом плане? Что она делала? На физическом плане я не вижу, что. М. Я вижу только эта картина идет, что она стоит. Ну, картины идут, но как-то очень быстро. Вот это М. что-то такое. Но так как я никогда не вызывала духов, то я даже не знаю, как это. Мгм. Что это обозначает? Потом какая-то считалочка, что ли, идет. То есть мне трудно сказать, что именно. Мгм. Ну, может, достаточно сказать, что это вызывание духа? Ну, давай посмотрим самое первое вызывание духов, которое было у Валентины. Пусть она покажет именно этот первый момент, первое событие. Вижу внутриутробно ребенок вверх Да. ножками. Кто этот ребенок, Виктория? Читай информацию. Это Валентина. Мгм. Так. Что происходит на эфирном плане с этим ребенком в этот момент? Я вижу, что в этот момент она полностью вся в черных программах, и вижу, что от нее идет подключка в сектор интерферентов и в сектор магии. В секторе магии Мгм. Приказываю проявиться, кто в секторе магии. слышу, колдун стоит как кот в сапогах, с бородой, какой-то мужчина. Вот он, Илья. Мгм. И у него вот так в сердечной чакре крутится вот этот его символ, как колесо огненное, вот так вот крутится и Мгм. считывается, завораживает.
Я вижу, что сейчас я посмотрю. Приказываю ему отвечать, что он делает в пространстве, Валентин. Валентин. Приказываем мы это. Появляется кнут. Вот этот дух возмездия. И я вижу, он берет и своей черной чакры сердечной вот так перекладывает в пространство Валентины, таких как чертей черных. И закладывает, говорит, основы мироздания. Сейчас я посмотрю, когда эта программа этого ребенка внутриутробно, что происходит. Было ли это тогда, или это просто Илья Ну, идет как Илья, это как бы усилил и считывается буквально как отодвинул время назад, опрокинул. Да. Так. Значит, оно усилил. Он что усилил? Какие-то программы, Виктория? Что он Он усилил? из себя взял, снял. Ага. Он говорит, что он передает карму. Так. Спроси у Валентины, видит ли она, что ей передали чужую карму? И я вижу, что нужно, чтобы она отменила сначала это решение с этой Анной. Вот она просто прозвучала, Анна. Отменить, потому что все вот этот ворох, он как бы одно за Понятно. другим тянется. Сцепляется. А Илья зацепился именно за этот сюжет. Хорошо, Виктория. Давай тогда отодвини, или заморозь, как лучше, отодвини этот сюжет с этим Ильей. Давай посмотрим, когда Валентина приняла решение принимать эти воздействия Анны. Я ей сейчас показываю, что происходило впоследствии, показываю ее сына, племянника, ее род. И вижу, что она вот так сидит и замечает. Я ей передаю, чтобы она отменила. Ну, все очень как-то смазано. Чтобы она отменила это решение вызывать духов и общаться с этой Анной. Ну, вот ключевой момент был. Все знали, что она колдунья, и никто из этого не делал никаких выводов. То есть относились к этому, то есть принимали это, другими словами. Так, а спроси Валентину, почему она принимала это? Почему она не отторгала это? Где крючок, зацепка? Почему она не противилась этому? Она вот так показывает. Не знает? Нет. Так, спроси ее, хочет ли она отменить обращение к Анне, любые с ней общения, воздействия, и отменить эти решения вызывания духов. Что-то все на кучу. Так, спроси, её, хочет она отменить, обращаться к Анне? Я вижу, что она снимает эти кристаллы и отдает Ане. А я говорю Ане, что она вторглась в пространство Валентины. Валентины? И пусть забирает, и передаю Валентине, чтобы Валентина Приказывала. я вижу, что вот это в глазах, и вот это, и там прямо считывается Анна в этих шарах, в этих кристаллах.
чтобы она приказывала этой Анне забирать все ее воздействие, всю ее магию, гипноз. И вижу, как, она встает с этого стула и Мгм. выхватывает у этой черной руки ребенка. Да, Мгм. Владимир звучит. И я передаю Валентине, чтобы она полностью очистила все ее пространство от, подключки к этой Анне. Приказывает этой Анне забирать все ее Мгм. воздействия, магию, насилие, все эти программы. И вижу, как это, как бокальчик такой или фужер вот так на голову этой Анне с Мгм. энергопространства Валентины. Валентина вот так это все отрушивает, поднимается вверх. И я ей передаю, что она уже отменяла вызывание духов, и сейчас Мгм. Валентина приказывает этим духам немедленно убирать все их воздействия, что она расторгает все контракты, все соглашения. Не Мгм. вижу, что она как будто бы портрет какой-то, какую-то штуку или зеркало вот так берет и разбивает об этот на столе, как такой а, пика такая черная, Пика. разбивает это, Мгм. и как будто у нее с глаз что-то вот так упало. Хорошо. Я ей передаю, чтобы она очищала все ее энергетические центры Мгм. от всех чужеродных воздействий, от этой магии, и чтобы она отказывалась вызывать духа. И я вижу, как она вытаскивает вот так нить такую черную из сердечной чакры, выбросила. Хорошо. Я ей передаю, чтобы она отказалась вызывать духов, соприкасаться с антимиром. Мгм. И вижу, как а, где энергосфера была с этими, как проникли такие Мгм. чужие энергии, они просто сливаются. Я ей передаю, чтобы она очищала, отправляла все чужеродные энергии, эти нити, ключи, подключки, зацепки в портал на полную утилизацию. Мгм. Пусть он это сделает. И она вот так Да. все отправляет, вытаскивает, как душу ребенка оттуда и говорит, что она отказывается терять сына. Мгм. Так, она вот это вытащила, и я вижу, что она как будто бы его вот так, знаешь, как открывают пеленки ребенка малюсенького пеленать, и от Мгм. него, от пуповины идет подключка. Он у нее вот так лежит, Мгм. а подключка вот так идет в сектор магии, к этому колдуну. Мгм. Чернозорц, ну, вот этот Илья. Мгм. Так. Когда эта подключка впервые образовалась? М. Я вижу, что ч Валентина вот так смотрит в экран и своим сознанием вот эти красные энергии фашизма, Мгм. предательства, они ее затягивают. Она как будто бы проникает в экран, внутрь экрана. Я Мгм. вижу, как она, с этого экрана берет такую черную энергию, как нефть, болото какое-то, и на себя вот так накладывает. Говорит: "Помощники". Мгм. И Так, символ рационально. цельнозора, да. М. Рационально Валентина отказывалась и отказывается от этих вызывания духов, это символов Цернозора, помощников вызывания. Пусть Да, в этот она. момент, Мгм. она Что как она? будто, стекло, как хрустальный, знаешь, стакан падает, М. уже разбивается, Мгм. и у нее вот эти программы все уходят.
И я ей передаю, что Илья с Моной, они пробрались в её пространство обманным путем. Пусть приказывает им забирать их магию, колдовство, их помощников, все последствия, и призывает карму за вторжение в ее личное пространство и очищает ее эфирное ДНК, запрещает во всех Вторгаться. информационных Времена. пластах, да, и временах вторгаться в ее пространство. Я вижу, что такая черная энергия как будто наклонилась над ребенком, над ее сыном. И она это убирает. Мгм. Так, я ей говорю, чтобы она вспомнила, что это за сюжет. Какой-то сюжет идет, связанный с пуповиной. Я вижу, что она Мгм. развернула ребенка, а там, знаешь, пупочек такой. Мгм. Да. И она как-то вот так как смотрит на эту пуповину, а Мгм. потом эта пуповина как будто в какую-то баночку. И это получается вот здесь у нее в секторе принятия решений, жертвоприношений, вот там. Мгм. Как, как будто бы она взяла эту пуповину и в такую стеклянную баночку. И Так. говорит, сейчас я посмотрю, что происходило на эфирном плане. Мгм. А к кому она еще там обращалась? Так. Валентина? Валентина, там была ее подружка Токарева. Эти А как касания. Токареву зовут? Валентина Токарева? Нет. Сейчас напишет, покажет. Какая-то я слышу Валентина Токарева. Сейчас я посмотрю. Так, Надя. Надежда. Надя Сейчас. Токарева. Угу. Посмотри, кто ли. Они как-то привязаны к этой баночке с этой пуповиной. Мгм. Вижу, от Токаревой идет Токарева вот так ниже, такая черная энергия. А вот эта Валентина, она как-то как в проеме двери стоит почему-то Мгм. и говорит, то ли не беспокойся о сыне, то ли я беспокоюсь о сыне. И именно от нее идет эта энергия к этой пуповине. Мгм. И я спрашиваю, вот я ее спросила, Валентину нашу. Мгм. Она, я вижу, вот так, такая сонная, вот так голову держит руками, а перед ней этот малюсенький ребеночек. И что-то она как будто в какой-то прострации. Мгм. Так. Вижу, что какие-то как мысли у нее, или она видит, что ребенок подключен к интерферентам. Я ей передаю информацию сейчас, что она освободилась, расторгла все контракты давно, и никто не имеет права вторгаться в ее пространство и руководить ее жизнью, и что сейчас она отменила, вот этот снова проявился кнут. Мгм. Вот, и чтобы она зашла в тот момент и отменила ситуацию, вот, горевать над сыном и Мгм. выдумывать сценарии негативные. И она вот так как будто проникла, как птица, так хвать ребенка и Мгм. вынесла в сектор первоисточника. Я говорю, чтобы она сейчас наполняла каждый момент от момента зарождения ее ребенка и до сегодняшнего момента энергией любви, заботы, и чтобы она зашла в тот момент,
и приказала этим интерферентам убирать их воздействие и подключки от ребенка. Я вижу, как у ребенка происходит защитная сфера. То он лежал вот так серенький, а то раз энергосфера. Я ей передаю, чтобы она взяла ребенка в ее пространство и защищала его, защитила светом, любовью, гармонией. И я вижу, она вот так берет, как будто бы из печени вытаскивает какой-то черный, как коготь, в сектор магии тянется. Так, это она у себя вытащила, да, Виктория? У себя, да. Ага. Да. Так, И я что слышу, находится это Анна. в секторе магии. Да, то есть Так. это зацепка пошла. Я ей передаю, чтобы она говорила Валентине, подруге, что ей пусть забирает ее беспокойство к ней же, это Валентина. И я вижу, как она вот так такую дорожку. И эта колба разбилась с этой пуповиной. И передаю Валентине, чтобы она эту... Так, черная подключка Токарева. Что там Токарева это? О, лицо ее увидела. А я ее никогда не видела. Какая-то жуть. На сеансах Токаревой приглашали смерть. Пусть Валентина покажет, что это было за событие. Так, сейчас я смотрю. У Токаревой, от Токаревой идет подключка. Вот она присоединилась, прицепилась, ну вот сюда, к этому ребенку, к родовым кодам. Вот. И к печени, то есть к родовым кодам она присоединилась. Я ее спрашиваю, приказываю отвечать, что она делает в пространстве Валентина. Валентины. Ее рода. Пусть отвечает. Приказываем ей отвечать. Я вижу, что подключка вот так разворачивается, и через пространство Валентины, через печень уходит вниз, а внизу как колба такая, как колодец. И там много-много душ, которые протягивают руки и хотят выйти оттуда. Так. Так, что Токарева делает в пространстве Валентина? Я вижу, она какие-то черные, как будто у нее такая ложка длинная. И она такие шарики черные, черную энергию, она кормит эти души. Говорит, что она их рассталивает. И когда они кушают эту энергию, то она получает взамен сияющую энергию и вот так поднимается, расширяет свое пространство и вот так поднимается вверх. Так, а чем она кормит? Приказываем отвечать, или давай посмотрим, чем она кормит Валентина. Ну, сейчас я смотрю. Я вижу, там идут фрактальные изображения. Вот как она стоит, там такая, как смерть, которая нагнулась вот так. То есть здесь она вот так, такая большая, а в ложке там такой, как камешек черный. Такая же картинка, как здесь. А потом я смотрю, а в этой картинке такая же картинка, еще меньше. Когда смотрю, оно вот так, многомерные слои подсознания, и она проникает ну так и звучит, родовые коды цивилизации. Ну, потому что Многомерность вот это да, проникает. и потому что Валентина же была воплощена, когда зарождалась
цивилизация, и вот они ищут, потому что человечество все время до сих пор теряло свой эволюционный код. Куда оно теряло? Ничто никуда не Мгм. проте Если кто-то потерял, то кто-то нашел. И вот они Мгм. добывают вот этот эволюционный код, чтобы перебросить их карму, по которой они должны погибнуть и тлеть. Мгм. А своими магическими ритуалами и они как перебрасывают карму за свою магию, за свой выбор ам, на тех Мгм. людей, которые идут за ними, которые им верят. Так. Хорошо, давай посмотрим, по какой причине Валентина обращалась к этой токаревой. Спроси у нее, зачем она обратилась к ней. Ну, она показывает, что на тот момент у нее был как такой купол над головой, ну, имплант такой, как какая-то штуковина вот такая огромная. Мгм. Интерференты были отрублены сейчас на данный момент. Мгм. Подключка отрублена. И Хорошо. какое-то идет мне схоластическое мышление. Хм. Так, а что это за такое замышление, Виктория? Какая-то философская отрыв от реальности, короче. Ага, понятно. Так, видит Валентина сейчас ее сознанием, что произошло при посещении Токаревой? Она снимает эту штуковину из головы, выглядит как какая-то воинствующая богиня. Говорит, видит. Мгм. Хорошо, ее рациональная часть хочет отказаться от всех взаимодействий с этой Токаревой и принимать от нее информацию и Так пусть воздействие. приказывает этой Пусть она токаревой забирать, отменяет, да. пусть она отменяет эти действия и приказывает этой магичке забирать все ее воздействия, последствия воздействия ее же руками и призывает силы кармы за воздействие в ее пространство. Я тоже приказываю токаревой забирать вот такой, как пика такая, Мгм. колючка такая, как коготь. Мгм. И говорю ей, что она нарушила законы священной вселенной, и она вторглась в пространство Валентины, что она лжет, и, Мгм. за, и вижу, как она забирает эти все энергии и забирает черную энергию от будущего Валентины. Все это падает вниз. Я передаю Валентине, чтобы она очищала все ее пространство, выталкивала все чужеродные программы, энергии, чипы. И Мгм. Валентине это и отдавала за всю ее ложь, магию, и отменяла это участие и в призывании смерти. Мгм. Пусть Токаревой всем магичкам отдает все их воздействия, очищается на всех уровнях, убирает все подключки, поднимается вверх и Ну наполняется вот, жизнью и гармонией. за что Мгм. Илья цепляется, и снова там бегает Илья этот с бородой. Мгм. И нить разрывается, а он ищет новые. Вижу, бегает, чтобы связать. Какую-то заряжает пушку, чтобы пульнуть. Я спрашиваю Валентину, видит ли она, что этот а, творит. Он Мгм. считывается беглец. А почему беглец? Он как будто Почему? бы сбежал с какой-то тюрьмы там, в этом нижнем пространстве. Мгм. Я слышу, избежал наказания. Вот почему ему нужно было. Он пришел в это воплощение для того, чтобы исправиться, потому что Вселенная дает шанс выбрать жизнь до последнего момента. И это последнее воплощение, последний момент. Но он все равно выбрал магичить
и перебрасывать карму. Хотя ему бы все было прощено в этом воплощении. Он Мгм. имел шанс очиститься. И я передаю Валентине, чтобы она отдавала всю карму за ту ложь, которую он с Моной там Мгм. И которую он распространяют. перебросил карму, И пусть всю карму возвращает за ему. его фашизм, сталинизм, за эту всю а, пусть забирает к нему же. И Мгм. я вижу, как она дернула, короче, очищается ее будущее. Мгм. И она идет. Она как будто дернула за эту ниточку, которую он пытался связать, то есть снова проникнуть в прошлое, чтобы изменить будущее. Но оно оторвалось, все, ничего не сработало, из первоисточника полился свет. И она по этому свету, вот так, свет вот так льется вниз, а она по нему идет вверх. И идет, и вот так, как чертей, вот так отрывает Мгм. от себя, выбрасывает. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство, восстановила коны равновесия, гармонии и суверенитета ее личного пространства и передала эту информацию в общее пространство. Мгм. Пусть он это сделает, информацию о своем ее освобождении передаст в те пространства, где она была. Какая-то связь у нее с Александром, какая-то зацепка там есть. Так, куда это тянется зацепка, Виктория? Я вижу, что в ее пространстве какая-то такая штука появилась. О, на тебе. Пиндер. А считывается Александр. Какое-то у нее как вот принятие решений, как головная боль от него. Я ей Мгм. передаю, что она может передать Александру информацию об ее освобождении, об алгоритмах освобождения и убрать все зацепки. Мгм. То есть вижу, что через Александра антимир ее достает, образно говоря, чтобы она очистила. Антимир вот этот использует его энергию для того, чтобы он забирал его светлую энергию из всех тех чужеродных пространств. Мгм. Я слышу, как бы она вот забирает и нагромождает свою энергию, а все чужеродное пусть отправляет в портал, и вот эти программы алкоголизма тоже отправляет источникам этих программ в антимир и всем Мгм. тем людям, которые работают искусителями для других людей. Пусть каждый получит карму за каждое его слово, за каждое искушение, потому что у нас работа одна – помогать друг другу Мгм. и повышать вибрации и эволюционный код человечества в целом. И тот, кто Мгм. мешает этому, пусть получает карму. Пусть, если хочет, это его выбор, пусть уходит. Но никто не имеет права вторгаться в пространство других людей и устанавливать какие-то негативные убеждения. Мгм. Да, хорошо. Информацию передали. Так, хорошо. Пусть Валентина поднимается вверх, еще максимально Да? проверить ее критика. Внутреннего критика. Внутренняя, да, пусть она проверит критика и ее суверенитет, чтобы настроиться и не впускать в ее пространство чужеродные воздействия. Но я ей передаю, чтобы она обратила свой взор на свет Мгм. истинный, Первоисточник жизни и первоисточник гармонии. жизни, чтобы она воссоздала свою целостность, гармонию, процветание, исполнение всех ее божественных, хороших желаний во Мгм. благо ее родни, ее рода.
Хорошо. Ну, я вижу, что идет очищение и уходит. Я ей передаю, чтобы она восстановила здоровье на всех уровнях М. и Мгм. ее эфирных тел, и физического тела. Убрала все причины, привязки и отдавала вот эту всю карму этим людоедам. Вот снова Токарева проявилась. Что за персонаж такой зловредный? Мгм. К печени, Так. Мгм. рвется к родовым программам. И я вижу, как Валентина у нее, а это как клюв у нее вот этот. Мгм. Почему она считывалась Валентина Токарева? Она Почему? сожрала энергию Валентины. Она Мгм. перебросила карму и взяла энергию Валентины. Я вижу, как она сейчас, Валентина наша, ей Мгм. просто в этот, как клюв, она как ворона черная, в этот клюв и забирает ее энергию. Я передаю нашей Валентине, чтобы она очистила ее пространство от энергии Надежды Токаревой. Пусть она Мгм. убирает ее магию к ней же и применяет. Мгм. Приказываем этой Надежде Токаревой забирать все ее воздействия от Валентины в любом времени, в любом пространстве, когда она делала магии и насилие, приказываем ей забрать. Так, я вижу, Валентина наша вот так вот какой-то шар у нее образовался. Снова какой-то шар. Где рука правая? Вот здесь вот такой шар. М. Там какое-то событие. Я вижу, это Токарева. Мгм. Вот так делает. Валентина как, вероятно, это на эфирном плане. Валентина наша сидит на стуле, вот так как-то, знаешь, руки опустила. А почему? А это подходит, эта черная энергия, это как инсектоид такой же, какая-то фигура, дух. И вот так Мгм. пах, третий глаз, и она отключилась. И я вижу, что в этот момент вот этот шар Мгм. энергетический от нее отошел, и пошла она, то есть какое-то измерение, как эфирных тел много, да, и в Мгм. каком-то измерении я вижу, она куда-то уходит, Валентина. Уходит в какие-то пространства, так идет осторожно, оглядывается. Мгм. Так, Так, и подходит к красиво. какой-то черной Ага. двери, Так. открывает, вот так поднимает ее вот так снизу вверх, оттуда такой как будто бы свет сначала, как заманивающий, а потом такой черный кнут. Вот он, кнут Мгм. проявился. И Так. я вижу, Мгм. что она села, этот кнут как язык такой, она села на него, как в какую-то ладью. Так, а это Мгм. смерть. Мгм. Это энергии разрушения, смерти, утилизации. И она вот так берет это, смерть, а, Мгм. и как-то переносит. Сейчас какой-то договор, Мгм. согласие. Да, Виктория, пусть Валентина покажет этот договор. Сейчас я посмотрю, Мгм. что происходило дальше. Какое Посмотрим. подсознательное решение, какой диалог подсознательный происходил. Она говорит, вот эта энергия смерти, ну, соглашайся, ты и так наша. Так. И вижу, как эти энергии, вот эта карусель смерти. Вижу тот случай с табуретом.
Это Мгм. вот Анна, которая посадила. Это на это подключилась. Мгм. Вот. И дальше вниз пошло. И потом на колени, правое колено, вызывание духа. Мгм. Так, Так, а я что? Смерть это на что еще она ее говорит, соглашайся? На что согласиться? она вот так ей на ухо, на левое шепчет. Сначала начала шептать, а потом это громче, громче. Говорит: "Ты труп". М. И, ну, на смерть согласилась. Мгм. Ну, зачем человеку вызывать, Да. ну, смотри, это же понятно. То есть это так понятно. Если Ну, человек смотря идет, как. смотреть, фильм ужасов, то он, что, хочет, пугаться. Если он идет, кого-то убивать, значит, он хочет быть убийцей, он хочет эту карму взять на себя. То есть это же, ну, если М. человек идет учить, какой-то предмет изучать, значит, он знает, зачем он это делает. Ну Так. как это? Мгм. Ясно, Виктория, а Я вот эта вижу, что здесь смерть. все сознательно было. То есть здесь, М. Валентина как будто, э, даже не сильно и подсознательный уровень. Ну, Вызывать, смерть. То есть, и я не вижу тут у нее какого-то противоречия. То есть ей предлагают, она соглашается. так, Виктория, я хочу посмотреть на этого инсектоида, который в ее пространстве находится. Это не в ее пространстве, это Не в в её? пространстве, этой Токаревой. Это Токарева Мгм. подключена к нему. Вот. Мгм. А вот эта смерть, это кто? Этой смерти я приказываю проявиться согласно ее эфирной ДНК. Но источник, это вот, Люцифер, Мгм. а это как дух его. Ясно. Виктория, давай посмотрим, когда она впервые э, вошла в контакт с этим Люцифером. Открыто ли это? Так пусть этот контракт расторгнет. Мгм. Пусть Хорошо, пусть откажется эту мгм. смерть вызывать. Вызывать и соглашаться на ее условия. Пусть Смотри, Валентина. контрактов я не вижу, Мгм. интерферентов отрезаны. То есть, это же не первый сеанс. Мгм. Пусть То есть Валентина. человек вот так Да. получается, она расторгла свои контракты, но, вот эта эзотерика, вот это вызывание духов, эти цельнозоровские помощники — это все то, что цепляется и не дает человеку, ам, освободиться по-настоящему. То есть есть еще какие-то зацепки еще, и Мгм. именно за это и цепляются, вот это за эту магию. То есть участие в магических ритуалах. Мгм. Вот. Так, ну хорошо. Пусть Валентина отказывается идти на э, уговоры этой смерти, пусть отказывается, Я ей восторгаясь этой показываю, смертью. да, что М. происходило в тот момент, и она, вот я вижу, приняла этот свет, типа, Мгм. а этот свет — это вот это токарево, бла-бла-бла-бла, просто буквально вот как ворона, вот это я вижу, этим клювом эту ложь, Мгм. людям навешивает, а люди думают, что это свет, а на самом деле это просто приманка. Я вижу, как, Валентина этой дверью как долбанет эту Токареву. И ост и окончательно вытащилась этот как коготь из, печени. Печень. Она Мгм. поднимается вверх. Я передаю, чтобы она наполнялась светом, гармонией. Вот, слышу, как, музыка или пение.
Гармония так звучит красиво. Ее пространство, энергосистема звучит. Вот, я ей передаю, что она полностью очищала, вот вытаскивает из 7 чакры подключку от, духа смерти. Она жизнь, и дух, священной вселенной — это жизнь, счастье, гармония и процветание. Пусть отдает карму всем этим, а, Мгм. лжецам. Магам, ведьмам, Это и лжецам, да. эгрегорам, духам, Люциферу. Ага. Все, что принадлежит антимиру, пусть этому всему она отдает все это чужеродное, а сама наполняется ее истинным светом, ее эталонными ДНК, программами. Пусть проявляет ее божественную Какими программами? программами первоисточника жизни, гармонии, долголетия. Это не программы, это выбор. Программы — это у интерферентов. А программа, то есть запрограммирована на стереотипные поведенческие какие-то моменты, то есть стереотипное мышление, стереотипное поведение. Это программа. Каждый раз включаешь кнопку, каждый раз одно и то же. А в священной вселенной это выбор. Не программа, а выбор. То есть сознательный выбор, способность оценить ситуацию и на данный момент, на данную секунду выбрать то, что тебе нужно. Самый, ну, в согласии с божественной душой. Это не программы. Мгм. Оно так и звучит, выбор. Выбор. Это жизнь по духу, да. Мгм. Бытие по духу. Бытие. Почему Бытие. "ё"? Бытие, да. Мгм. Так, хорошо. Пусть Валентина все программы вот эти антимира отправляет на аннигиляцию, поднимается вверх. Мгм. Давай посмотрим, как она сейчас выглядит. Но ее энергосфера, вот, а, что-то я слышу, потеря согласия. А она М. поднимается вверх, и энергосфера такая, спрашиваю: "Какое согласие?" А, она там ревизию делает. Она вот эти, как листы, вырывает и выбрасывает. Мгм. Переписывает историю, свою историю. Надо же. Мгм. Вижу, такими вот идет, такими вот как кругами, и такие черные письмена, они все в портал уходят. Освобождает свой род от пристрастия к алкоголю, к разрушению. Энергосфера правильной формы, она так колышется, вверх поднимается. Мгм. Я ей передаю, чтобы она восстановила свой род, Мгм. гармонию, чтобы она, сейчас сотворяла каждый день, каждую секунду все самое лучшее для своего рода, для себя. Ну вот Мгм. я увидела в этом сеансе, да, вот, эта программа. Вот ну, прямо звучит. Я в ужасе, я в шоке вначале, да. То есть Мгм. это, как бы, сотворять, мы же творцы, Да. сотворять какие-то негативные, нежелательные, ситуации для себя и своего рода. Я говорю, чтобы она эту привычку убрала, эту Мгм. программу из ее пространства и, преодолевала. И каждый день, и каждую секунду выбирала только то, что хорошо для нее, для жизни рода, для благополучия, счастья, гармонии, достатка. Мгм. Хорошо. Так, сейчас я смотрю. Она Мгм. выглядит, знаешь, как, греческая богиня.
Платье у нее такое тоненькое. Так, ну Так, что это за хорошо. рога у нее на голове? Я ее спрашиваю. 2 рога на голове. Что это такое? Она говорит, что она приняла участие в безобразии этого мира. Я ей передаю, что это ее миссия, и чтобы она забирала все частицы ее души с безобразного, безобразного антимира Мгм. и возвращала и восстанавливала коны гармонии, красоты и процветания везде, и запрещала использовать ее божественную творческую энергию для создания вот этой кощунственной копии бытия, Мгм. жизни. Пусть она отправляет карму всем тем, кто создавал и создает, я так и слышу, утопический мир, ну, фантазийный мир. На Мгм. самом деле жизнь с перспективой смерти – это смерть. Чтобы она передала сейчас в свой род и во Вселенную, если она хочет, информацию. Да, она передает. Мгм. О, эти рога черные ушли, а она взяла такой рог, вот как будто бы такой бараний рог, Мгм. и затрубила. И она Хорошо. как, как дует в этот рог, а с этого рога вылетают такие, как шары. И я спрашиваю, что это она такое делает? Мгм. Сейчас я посмотрю, что это за шар. Сейчас один догоню, посмотрю. Она говорит, образ будущего мира. Мгм. Сейчас я посмотрю, что там за образы. Да, что это за образ? Вижу в одном этом шарике как будто такой зеленый шар, а на нем такое растет дерево зеленое с красным яблочком. Мгм. Ясно. И считывается познание, дерево познания добра. И как будто бы это яблочко, вот так как оно там висит, как будто бы его кто-то укусил, и этот укус пошел как в сектор м, первоисточника. И слышу, что вкусить добро, источник познания добра. То есть нет добра и зла, только добра. Мгм. О, прецедент уже исчерпан. Новая эра начинается сегодня. Начинается познание добра. Оно сначала вот так у людей там, тот, а потом это раз собирается в такой, а, как вес набирает. Это Мгм. осознанность. Я это вчера поняла. Да, а это сегодня вот оно. Потом расскажу, как я поняла. Мгм. Ну хорошо, Виктория. Я ей передаю, чтобы она поднималась в самые высокие пространства, очищала все ее пространство физического тела и эфирных тел, приводила к совершенству, к полной абсолютной гармонии пространство ее рода, ее сына. Пусть наполняет все, что касается ее рука, ее разум, э, светом, гармонией, жизнью, процветанием. Мгм. Хорошо. Ну,
Вот оно что. Она, от нее вот отвалилась такая какая-то штука, и она стоит в секторе миссии такая огромная и берет вот это яблоко красное, ну, как спелое яблоко, и она передает его как в сектор будущего. Она выбрала, познавать только добро, отказалась, то есть сделала свой выбор, Мгм. отказалась познавать зло. Отлично. И она как будто бы прижалась, Мгм. к свету, и говорит, что она выбирает жизнь. Вот Мгм. зачем это. Ай, я ей передаю, чтобы она и снова у нее и сейчас все начало так живо, её пространство вот так, как, цветы золотистого цвета, это всё зацветает, и она трубит с такой радостью, с этого рога. Мгм. Ну, хорошо. Очень красиво. Я ей передаю, чтобы она выполняла свою миссию, оставалась, в самых высоких пространствах любви, гармонии, процветания и абсолютного здоровья, молодости. Мгм. Да, Хорошо. Спроси тогда у Валентины, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. да, Мгм. Ну, тогда благодарим, прощаемся мгм, с ней. да. Как здорово! Даже не хочется покидать то пространство. Аж А не Мгм. надо, красиво. не надо покидать, нужно в нем и оставаться. Мгм. То есть чувствовать. Надо оставаться. Знаете, я вчера что поняла? У меня, короче, поломался, пылесос. Там попала какая-то штучка, ну, какая-то деталь, я не помню, что-то там, заколка или что-то. И эта штука, которая выбивает ковер, она перестала работать. Ну, работает, но плохо. Я думаю, ну, неохота мне сейчас $200 тратить на пылесос. Вот, и это самое. И думаю, нужно, и обратилась к Вселенной, чтобы она мне подарила пылесос. Я вчера выехала а, с нашей Эрии. Смотрю, стоят, тут люди, кому что-то не нужно, они ну, выставляют на улицу, чтобы каждый мог забрать мебель там Да, или. И Валентина знает, как в Америке бывает. да. Я смотрю, стоит пылесос. Я выхожу, Хорошенький. смотрю. Так он не хорошенький, он абсолютно новый, абсолютно Мгм. новый. Эти все щеточки вообще белоснежные, абсолютно новый, со всеми Ну, насадками. здорово. Только коробки к нему не хватает. Ну, конечно, я его погрузила, забрала. Думаю, ну неужели совершенно новый? Люди выкинули именно. А мне нужно было ехать, налево поворачивать. А навигатор мне показал направо. А я дорогу знаю. А я себе подумала: ладно, послушаю навигатор, может, там какая-то пробка или что. И только повернула там этот пылесос. Я себе подумала: это как раз урок, что мы не просим того и не мечтаем о том, что нам нужно, то есть не разрешаем себе. Если Да. Вселенная дает пылесос, что она не может что-то другое дать? Ну, конечно, может. Ей какая разница? Вот. Это, Вселенная все нам дает, только вот нам нужно научиться брать, то есть освободиться от всего того, что нам мешает, а, брать. Ну, Мгм. сеанс сначала был очень очень, тяжелый, как эта эзотерика, вот она мешала. Да. Все. Какая чистота должна быть? Я это поняла. Абсолютная чистота на всех уровнях сознания, подсознания, души, действий. Вот. И что бы там ни происходило, то есть мы должны оставаться на высоте.
Меня выбивает У всё нас есть время. такой, знаете, когда я была маленькая, то моя мама часто, повторяла, это ж была коммунистическая эта пропаганда. Вот, и был такой, стих, там же ж была пропаганда, что, короче, было все плохо в царской России, было все плохо везде, за границей, буржуи, и вот, агитация бить буржуев. Говорит, а ми собі як знають, хай вони собі як знають, божеволіють, конають. То есть они себе пусть живут, как они хотят, а нам свое делать. Да, Любить, да? Любить Вселенную, ее коны, добро. Так, а вы там что-то уже трубить начали. Вчера, ну как здорово. Здорово, да. наступает эра познания добра, да? Да, ну раньше было добра и Здорово. зла, а сейчас, Ага. зло познали. А точно, классно как. Зло Ну познали. да, Вердикт, таков: зло- это плохо, нечего его познавать, будем познавать только добро. Ну, идет только выбор, добро. все логично. Супер, Здорово. да. Мгм. Здорово. Будем Я вкушать теперь согласна. только добро. И, да, и не свое внимание обращать на то, что мы хотим. То есть рисовать картины того будущего, которого мы для себя желаем и для своих родных. То есть вот эти переживания, это все, это не нужно. Мгм. Да. Ну, здорово. Девчата молодцы. А у Двигаемся нас, дальше. дождь прошел. Надеюсь, что ураган уже ушел. Мы сегодня погоняли его с Женей. Молодцы. Да, Растворяем все это зло. Да. да. Хватит нам. Хватит. Давайте жить счастливо, дружно, в гармонии и процветании. Новую жизнь. Да. Ну, хорошо. Валентина, ну прям не хочется прощаться, вы знаете. Как здорово. Да, Я супер. рада. Рада. И мы рады, да. Сейчас все Да. посовершается, это всё безобразие.